Что делать, если у вас украли телеграм-канал? Буквально сегодня, друзья, мне написали такую фразу, как «Добрый день, у меня огромная проблема, угнали канал на 48 тысяч подписчиков, нужна консультация, срочно». Привет, меня зовут Макс Бондаренко, и сегодня я тебе предлагаю посмотреть уникальный контент про то, как у вас могут украсть телеграм-канал при продвижении и как себя обезопасить от этого. Из переписки видно с этим человеком, что я уже знаком, переписка уже была до этого момента. Да, мы занимались поначалу продвижением телеграм-канала этого человека, мы занимались закупками рекламы, потом после он решил это делать самостоятельно со своими менеджерами, прошел, скажем так, личный курс у меня и стал заниматься этим дальше сам. Мы пообщались на эту тему, и я с человека даже не стал брать никаких денег по одной простой причине. В его случае уже достаточно сложно решить эту проблему. И в принципе, что я дальше вам расскажу, друзья, я все то же самое и сказал ему. Итак, давайте я быстренько расскажу вот этот в общих чертах схематоз, как они развели этого человека и кинули на телеграм-канал. А потом мы с вами еще разберем примеры развода на телеграм-канал и как можно этого избежать. Здесь по классике была разыграна схема с аналитикой канала. Человеку написали в личку, что хотят закупиться в его телеграм-канале на 4 месяца вперед рекламы, причем по завышенному прайсу. Дальше вы из этого видоса поймете, на что нужно было уже здесь обращать внимание. На самом деле, я знаю, этот канал раскручивался белыми методами, там достаточно активная аудитория, было много денег потрачено на закупки рекламы, потому что мы участвовали в этом сами. Дальше сам заказчик это делал. Я уверен в том, что канал был вот такой. Соответственно, пишут, что хотят купить рекламу. Наверное, в этот момент каждый из нас бы, поверил, да, и повелся на эти большие деньги. И, соответственно, человек соглашается. Ему в этот момент скидывают ссылку на сервис аналитики, который очень максимально похож на нормальный сервис аналитики. Мол, с таким объяснением, что раз мы уже у тебя покупаем большое количество рекламы за большие деньги, нам нужна дополнительная статистика. Вот тебе ссылочки, переходи, зарегистрируйся, и мы после увидим внутреннюю аналитику твоего телеграм-канала для дополнительного исследования, для дополнительного анализа рекламы, эффективности в твоем конкретном канале. Скидывают ссылку на этот сервис, человек по незнанке переходит и регистрируется. Через некоторое время он понимает, что у него нету доступа к его телеграм-каналу. Конечно, здесь понятно, что это был слепленный левый сайт, и это была так называемая фишинговая ссылка, по которой человек перешел, и у него просто сперли все его данные, видимо, потом. И, соответственно, с помощью этих данных просто зашли в телеграм-канал и поменяли администратора этого телеграм-канала, и телеграм канул в лету. В таком случае максимально сложно что-то доказать. Внутри телеграм это выглядело как будто бы, все нормально, и был поменен администратор одного из сотен тысяч телеграм-каналов. И, в принципе, все окей. Конечно же, к сожалению. Теперь давайте разберем, что нужно злоумышленникам для кражи любого телеграм-канала. Здесь все достаточно просто. Просто так у вас украсть телеграм-канал не может никто, никак. Точнее, без вашего участия. Поэтому все схематозы, так или иначе, они будут касаться вас, вашего участия в этом. Конечно же, всяческими обманными путями с вас будут хотеть получить данные, которые нужны для того, чтобы угнать ваш канал. Есть простые схемы, есть более сложные, в которых вы вообще не понимаете, что вас хотят кинуть, и в принципе вы даже не подозреваете об этом. Сильно углубляться мы в это не будем, мы рассмотрим все то, что вас должно настораживать, чтобы у вас не украли телеграм-канал. Давайте быстренько теперь рассмотрим, какие самые популярные схемы развода, скама, мошенничества существуют в Telegram для того, чтобы его угнать. Первое, мы уже с вами поняли, это фишинговые ссылки, типа липовые сервисы, в которые вы входите, регистрируетесь, воруют ваши данные и угоняют ваш канал. Второй вариант, это что-то похожее, когда вам скидывают какой-то файл или документ, который вы должны открыть у себя на телефоне, либо в почте, на компьютере. Также потом воруются ваши данные с помощью вирусов, и, соответственно, здесь могут угнать уже не только ваш телеграм-канал, а и все остальные аккаунты и вообще много чего. Третье, как могут украсть ваш телеграм-канал, это при попытке продажи вашего телеграм-канала. Здесь в телеграме есть популярная схема, когда существует покупатель-продавец и так называемый гарант. Он посередине. То есть это третье лицо, которое отвечает за выполнение условий сделки купли и продажи телеграм-канала. Например, вы хотите продать телеграм-канал, или кто-то приходит и говорит: я хочу купить твой телеграм-канал по завышенному прайсу, как обычно. И вы соглашаетесь. Значит, ищется гарант на эту сделку, который будет следить за выполнением условий, когда вы будете права на свой телеграм-канал передавать, а вам будут передавать эти деньги. Схематоз развода заключается в том, чтобы вас развести на левого гаранта.
На рынке существует немного гарантов, которые выступают как третьи лица. Они, соответственно, очень дорожат своей репутацией. Ну, соответственно, они получают и процент от этой сделки. Поэтому им очень важно, чтобы не было никаких косяков. И в этой сделке вас пытаются развести на левого гаранта. Что делают? Они подделывают странички, максимально похожие под официальных нормальных гарантов. И когда вы передаете данные по своему каналу, либо денежки пропадают, эти люди и гарант, и вторая сторона, вы остаетесь ни с чем. Давайте разберем, как еще могут вас обмануть внутри Telegram. Этого уже не будет касаться продажи или покупки канала. Как вас могут развести на деньги. Вы всегда должны настораживаться, когда вам предлагают какие-то завышенные прайсы в разы, либо заниженные прайсы в разы на все услуги, которые существуют внутри Telegram. Особенно по покупке и продаже рекламы. Например, вам могут написать и предложить: вот у нас есть 10 каналов, очень крутые каналы, хочешь купить рекламу в этих каналах, там, не знаю, со скидкой Черная пятница, там в 3 раза дешевле или в 2 раза дешевле. В общем, такое очень сладкое предложение. Конечно же, вы идете в сервис аналитики, анализируете каналы, это очень крутые каналы. С активной аудиторией все круто, все супер, еще и такое предложение, вы ведетесь на это. И как только вы скидываете деньги за рекламу в этих телеграм-каналах, этот человек пропадает. Кстати, все эти случаи и ситуации мы рассматриваем в моем телеграм-клубе, который я запустил. Там мы рассматриваем, как правильно анализировать каналы, как избегать всех этих ситуаций, как обезопасить себя и свой телеграм-канал для того, чтобы вас не кинули, не развели, не угнали ваш телеграм-канал. Также мы рассматриваем, как правильно закупать рекламу, общаться с админами, чтобы не было никаких нюансов. Ссылочка в описании на клуб, я вас всех там буду ждать. И подошли теперь к самому главному, как себя обезопасить от всех этих ситуаций, чтобы при продвижении в Telegram у вас канал не угнали, ну, либо, по крайней мере, у вас были шансы не напороться на таких людей. Первое, конечно же, в любом случае, что вы должны сделать, это сделать двухфакторную аутентификацию или подтверждение своего аккаунта внутри Telegram. Заходим в настройки конфиденциальности и включаем там обязательно двухфакторку. Второе. Никогда, ни при каких условиях не переходите ни по каким левым ссылкам или сервисам, которые вам будут скидывать для регистрации. Вообще не переходите ни по каким левым ссылкам. Скорее всего, это уже начинается развод. И ни при каких обстоятельствах не открывайте файлы или документы, которые вам скидывают, неважно, на почту, в Телеграме, либо еще где-то. Не надо. Третье. Обязательно установите антивирус на телефон и на ваш ПК. Как ни странно, иногда это помогает избежать различных таких ситуаций, чтобы у вас уперли данные. Четвертое. При созвонах внутри скайпа или зума, во всех этих программах, где вы можете спалить монитор своего телеграм-канала, да, вы, может быть, невзначай зайдете в какие-то настройки, или они вас попросят куда-то зайти, где вы спалите свои данные. Не надо этого делать, и вообще лучше скрывать свой номер телефона. Пятое. Перед покупкой телеграм-канала, если вы все-таки собрались это делать, всегда проверяйте этот телеграм-канал в телеметрии. У меня есть видос, отдельный видос на эту тему, переходите, посмотрите, как правильно анализировать каналы, как их выбирать для покупки рекламы или вообще для покупки. И ссылочка на телеметр там тоже есть, обязательно переходите смотреть. Шестое. Запомните, все, что вам предлагают внутри Telegram в разы ниже или выше прайса, неважно, что вы будете покупать, это будут каналы или реклама, вы в этом случае уже должны задуматься, типа, а зачем, а почему, а как, для чего это все происходит. Запомните, если цена в разы выше или ниже, это уже говорит о том, что вас хотят, скорее всего, развести. Седьмой пункт, если вы занимаетесь продажей канала, либо покупкой канала, вы обязательно проверяете гаранта. Заходите и прям пишите в личку, а сейчас ты занимаешься этой сделкой, либо это кто-то левый человек за тебя выдает себя. То же самое, при покупке какой-то рекламы, вы должны убедиться, что именно этот канал продает эту рекламу. Заходите в этот канал и пишите менеджерам по рекламе: это ты сейчас мне предлагаешь, или это от вас сейчас предлагают вот этот вот заниженный прайс и вот эту вот сделку, или нет. И менеджер уже скажет да, или вас разводят. Восьмое. Никогда, ни при каких обстоятельствах не добавляйте в администраторы канала малоизвестных людей, либо вообще каких-то левых. Есть шанс, что вы проснетесь без своего канала. И девятый пункт. Если у вас сложилась ситуация, при которой ваш канал украли, вас кинули,
скинули как-то, да, именно на телеграм-канал. Я оставлю ссылочку на техподдержку телеграма, в которой вы должны сами собственноручно написать и детально описать всю ситуацию с номером телефона, с почтой, там есть специальная форма. Никто кроме вас, запомните, никто кроме вас не вернет вам канал. Никакие услуги, которые вам будут предлагать по возврату, это тоже разводняк. Вы сами берете, переходите по этой ссылочке и пишите: я потерял телеграм-канал, описывайте ситуацию, оставляйте контактные данные, и техподдержка Telegram будет рассматривать эту ситуацию. Она может рассматривать очень долго, но поверьте мне, никто вам в этом случае больше не поможет, никому не обращайтесь. Единственное, что я вам порекомендовал, это подписаться на мой телеграм-канал, который есть в описании к этому видосу. С вами был Макс Бондаренко, и обезопасьте себя обязательно и свой аккаунт. До новых встреч, друзья, увидимся.